Всем доброй ночи, а точнее доброго утра, потому что уже 5 утра. Но поскольку я трудоголик и привыкла работать сутками, в принципе, для меня это не беда. Сейчас хочу научить вас провести ритуал драконов. По-другому называется Девы или Дивы, если вы слышали. Друзья мои, драконы вообще испокон веков в каждой культуре существуют. Там как трехголовый змей, то змей Горыныч, то крылатый змей и так далее, и так далее. В каких-то культурах вообще их обожествляли, как, например, в Японии, в Китае и в иных странах, именно азиатских. По разным преданиям драконы – это дети демонов. У каждого демона должен был быть посланник, и поскольку их волю должны были безупречно передавать людям или другим божествам более низкие по рангу, то нужно было доверенное лицо, а именно родная кровь этого демона, который обязательно без каких-либо своих там корыстных мыслей передаст волю своего властелина, своего родителя всем, куда он их отправлял. И вот так родились крылатые духи, драконы. На самом деле это чудовище, но эти чудовища обладают мудростью, умом, у них доброе сердце, они способны любить, охранять. Я уже вам объясняла, что мы никогда не кланяемся статуям, либо каким-то изображением, но мы используем эти статуи, изображения и всякую утварь, и всякие атрибуты для того, чтобы легче подключиться и легче привлечь в свою сторону те силы, с которыми мы работаем. Они наши крылатые стражники. Можно сказать, что мы олицетворяем наших стражей, вот, которые очень быстро приходят к нам на помощь. Вот именно с драконами, с крылатыми духами, которые тут же умчались тебе помогать, спасать, либо исполнять твою просьбу, волю и так далее. Я сейчас вам покажу. Вот, это темный страж. Он как бы у меня присутствует и на алтаре, и вообще дома. И эти предметы связаны со змеями, драконами, да и любую там колдовскую утварь или атрибут нужно время от времени активизировать. То есть призывать эту силу демонов, эту силу крылатую, для того, чтобы они были начеку и помогали тебе в нужную минуту, не давая твоим врагам расслабиться. Дорогие друзья, я часто слышу, да, кстати, вот это Раух Топаз. О кристаллах я вам позже расскажу, сейчас не будем зацикливаться на этой теме. Я часто слышу как бы советы или, как вам сказать, какие-то там пожелания, какие-то мысли людей, которые мне пишут на почту или под моими видео о том, что надо ли мстить и, может быть, нужно забыть, быть добрыми. Уважаемые люди, пожалуйста, не равняйте нас с вами. Не потому, что мы там выше или лучше вас. Нет, не в этом суть. Суть в том, что наша жизнь очень сложная, и вам это не понять. Если мы кому-то помогаем, то мы перебиваем работу другого колдуна, и нам нужна эта защита, иначе мы можем получить очень сильный удар. Почему? Потому что мы сами даже когда делаем некий ритуал, мы в конце закрываем с пожеланиями загнуться тому, кто захочет наше дело перебить. И поэтому, как вы считаете, если мы не будем делать подобные ритуалы с защитами от врагов или от людей, которые хотели бы нам что-то сделать, навредить, как вы считаете, долго ли мы проживем с такими вот силами рядом находясь? Нет, конечно. Вот именно поэтому мы себя, чтобы обезопасить, проводим такие ритуалы. Вы не знаете нашу жизнь, и пусть никогда не узнаете, потому что это очень тяжкая работа, ремесло. И не мы выбирали, нас выбрали. И поэтому не судите по меркам человека. Нужно ли мстить, может, нужно прощать. Я вам 100 раз говорила уже, что сила не бывает у отмороженных людей, которые тут же пошли, сделали гадость. Нет.
Поверьте мне, мы можем отмахиваться годами, 3, 4, 5 лет. Вы представляете, 5 лет терпеть гадости про себя, читать прям и так далее, и терпеть это все. А в один момент уже выходишь из себя, ты понимаешь, что нужно этому человеку дать, уважать ту силу, которая за твоей спиной. Не себя, а силу, чтобы этот человек раз и навсегда понял, с этой силой шутки плохи. Понимаете? Иначе вас примут непонятно за кого, будут вытирать об вас ноги. Но если вам хочется прощать, пожалуйста, прощайте, вам никто не мешает. Но мне лично ваши советы абсолютно не нужны и не интересны. Я не то, что на пару лет, я навек старше вас и не то видела. И, видимо, наверное, я, прежде чем мстить кому-либо, либо сделать что-либо, наверное, я очень много раз предупреждаю, объясняю и даже прошу спокойно жить, оставляя меня в покое. Вы понимаете меня или нет? Никогда уже подходит момент, что уже все, вот и все, и для них все, понимаете? Поэтому будьте так любезны, не думайте, что мы мстим, либо мы делаем защитный щит от врагов, потому что мы такие злые, озлобленные люди, и нам хочется, чтобы нас все боялись, падали в обмороки. Абсолютно нет. Если нам нужно, мы можем очень ярко пройти, и все на нас будут оглядываться. А если нужно, мы можем пройти серой мышью, нас никто не увидит, поверьте мне. Можем так абсолютно незначительно, не видно, не гадано пройти мимо толпы. Никто даже не заметит, кто мы есть. Нам абсолютно не нужно это, понимаете, ужас, вызывающий у людей или что-либо, потому что так делают люди, которые не уверены в себе, у которых нет ни капли, ни силы, ни призвания, ничего. Они хотят пустить пыль в глаза своими красными, зелеными, желтыми помадами или там черной тушью, или там, не знаю, чем-то, какие-то необычными атрибутами, или в этим длинными балдахинами, когда ходят по улице, для того, чтобы все оглянулись и сказали: о, вот это колдун. Понимаете? А нам вот таким образом самоутверждаться абсолютно не нужно. И поэтому, если мы делаем зло, если мы мстим, значит, нас просто довели. Вы меня поняли сейчас? А теперь перейдем к непосредственно вот работе. Итак, драконы, которые должны активизироваться после этого ритуала, и в следующий раз просто-напросто стоит нам попросить у них помощи, они должны нам помогать. Вот к чему ведется эта вся работа. Итак, о крылатые духи, я вас призываю, садите на сей алтарь. Мои стражники, мои помощники, братья по крови, родная кровь, пусть ваши могучие крылья парят в небесах и в преисподней. Несите на своих прекрасных крыльях мою мечту. Ну а мою беду мчите на шершавых крыльях прочь от меня. Будьте начеку, стражники мои. Оберегайте меня и мой род от напасти. Великие воины тьмы крылатые, силой служите мне верой и правдой. Крылатые посланники хаоса, несите с честью свою службу передо мной. О дети великих демонов, услышьте меня, исполняйте все мои поручения, приближьте мечты, а беды умчите. Стоит попросить, и вы исполните, стоит захотеть, и вы добудете. Стоит мне гневаться, и вы сокрушите любого, кто встал на пути моем. Услышьте мою просьбу, и только с уст моих сойдет и слетит, а вы уже исполните вмиг заклято. И второе, что я бы хотела тут же показать и провести. Кстати, еще раз вам говорю, что вы можете просто активизировать вот эти силы, вы можете активизировать их без алтарных статуэток, просто представляя их, просто подзывая их, призывая их, подкармливая, то есть оставляя потом откуп, естественно. И можете это провести для своих родных, просто вместо «я» и «мне» назвать имя человека, родных, и можно для своих пациентов, я так называю, по фотографии, либо лично, когда он придет, призвать для него эту силу. Она очень сильная, и она помогает. Следующее.
О крылатые воины, я к вашим душам обращаюсь. Услышьте, окружите непобедимой ратью меня, сторожите, охраняйте мои окна, мои двери, мои покои, мои мысли, мою силу. Укрепите меня крыльями своими от напасти, от всякого зла укройте. Не подпускайте к моему порогу никакое зло. Мечами гоните врагов и недругов. Не подпускайте несправедливых властимущих к моим дверям. Никому против меня языком не пошевелите. Никто недовольства не выкажет. Никто со злом не придет. По первому моему зову придите на помощь. Спасите от напастей. Отражайте нечисть и супостатов врагов. Вы мои охранники и родная кровь. Исполните, что сказано. Заклято, заклято, заклято. Если у вас есть желание такое провести, можете смело провести. Я обращаюсь к людям, которые занимаются магией, естественно. И будьте уверены, что вот эта защитная сила, она действительно придет и вам поможет. Спокойной ночи, то есть доброго утра.